Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы с вами будем создавать вот такую красоту. Сказочный новогодний пирог. Я уверена, что такой вы еще не готовили. Идей у меня много, так что кто не подписан, подписывайтесь. И мы вместе с вами будем украшать ваши праздничные столы. Ну а сейчас пойдемте готовить его вместе со мной. Для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, 80 грамм растительного масла, 320 грамм муки и пол-пакетика разрыхлителя. И любое варенье на ваш вкус, у меня сливовое домашнее. Сначала яйца смешиваю с сахаром и взбиваю венчиком. Затем добавляю растительное масло. Разрыхлитель смешиваю с мукой и добавляю в несколько этапов. В конце тесто перемешиваю руками. Если тесто еще липнет к рукам, добавьте немного муки. Вот такое мягенькое тесто должно у нас получиться. А сейчас беру форму для выпекания и на дно стелю пергаментную бумагу. И края смазываю растительным маслом. Кстати, моя форма диаметром 30 сантиметров. А сейчас небольшую часть теста откладываю в сторону для украшения, а остальное распределяю по форме. Края формируем немного повыше, чтобы поместить всю нашу начинку. Ну а теперь заполняем пирог вареньем. Я обычно использую примерно 500-550 грамм. Заполнили, а теперь приступим к украшению нашего пирога. Деревянную досточку присыпаю мукой и раскатываю оставшуюся часть теста. Беру вот такую форму для печенья и формирую много маленьких звездочек. И выкладываю по кругу нашего пирога.
Стараюсь выкладывать на одинаковом расстоянии, и если нужно подкорректировать, помогаю себе ножом. Звездочки мы выложили, а теперь беру елочку, которую я нарисовала на картонке и вырезала, и буду ее использовать как трафарет на тесте. И выкладываю ее на пирог. А теперь перейдем к снеговику. Его я также нарисовала на картонке. Если получилось немного неровно, поправляю ножом. И выкладываю на пирог. Ну и какой же снеговик без метелочки? Я ему и метелочку нарисовала. И так как у меня оставалось немного теста, я за кадром раскатывала тоненькие полосочки и выложила контуром на елке и на снеговике. А вы можете добавить только глазки и носик. И отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов и выпекаю 30-40 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки. Пока пирог запекается в духовке, я покажу вам декоративный сахар, который я купила для украшения выпечки. Смотрите, есть белые снежинки, коричневые и золотистые звездочки, блестящий сахар и золотистые и коричневые шарики. Наш пирог готов, сейчас мы его дополним этими украшениями. Но это, конечно, не обязательно. Ну а чтобы придать блеск вашему пирогу, я советую смазать его абрикосовым вареньем. Видите, как красиво получается? А сейчас возьму золотистые шарики и добавлю пуговки снеговику. А блестящим сахаром посыплю елочку. А эти золотистые и коричневые звездочки выложу поочередно на наши звездочки по контуру, и будет еще красивее. Остается добавить падающих снежинок, и наш чудо-пирог готов. Но даже без декоративного сахара я уверена, что пирог получится очень красивый. И вот такая красота у нас получилась. Новогодний песочный пирог, отменный вкус и прекрасная подача. Я думаю, таким пирогом вы точно удивите ваших гостей. Ну а детишки будут точно в восторге. Я сама осталась в восторге, мне так жалко было его разрезать. Ну давайте покажу и в разрезе. Смотрите, пирог хорошо пропекся и начинки достаточно. Обожаю печь песочные пироги, с ними можно экспериментировать как только пожелаете и дать полет вашей фантазии и креативности. Рисунки можете рисовать на разную тематику и творить и радовать ваших близких. А если вам не хватает креативности, то подписывайтесь на мой канал, я буду делиться с вами моими идеями, и мы будем вместе творить красоту, готовить вкусняшки и просто общаться.
Ну а лайк к этому видео, я думаю, будет заслуженным. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!